Для компьютерных игр наступает новая эра, и Astra Games лишь доказывает это. Проект был создан Марком Отера, ранее занимавший пост генерального директора Electronic Arts Capital Games, которая специализировалась на мобильных играх. Он также занимает пост генерального директора BioWare, генерального директора и соучредителя весьма успешного и популярного игрового стартапа ClickNation. Одна из его игр для мобильных платформ вошла в число лучших за все существование EA. Другие члены команды разработчиков также имеют за плечами большой список успешных проектов и с большим энтузиазмом относятся к разработке новых игр. Что такое Astra Games? Команда проекта объединилась для создания интересных, увлекательных и динамичных игр на базе блокчейна. Помимо красивой графики, стоящих сюжетов и захватывающих боев, разработчики хотят дать игрокам возможность зарабатывать в процессе игры. Выполняя игровые задачи и побеждая противников, они будут получать награду, токены или ценные NFT, которые затем можно будет продать или оставить в личной коллекции. Для геймеров это отличная возможность совместить любимое увлечение и заработок, а для инвесторов вложить средства в перспективный проект, который в скором времени обещает стать очень популярным. Но игр на базе блокчейна становится все больше с каждым годом и месяцем, и каждая готова предложить игрокам что-то особенное, чтобы вовлечь их в игровой процесс. Чем может похвастаться платформа Astra Games, на которой пока нет ни одной игры на стадии тестирования? Разработчики решили не делать упор только на графику или игровую механику. Они создают обширную, интересную для исследования и постоянно развивающуюся фэнтези-вселенную с элементами киберпанка под названием Arcanas. Уже известно, что это будет ролевая игра с двумя режимами – активным и пассивным. Один из принципов команды – никаких мини-игр. Они планируют дать игрокам полноценный опыт, который напомнит им о впечатлениях от первых игр, которые они могли попробовать еще в детстве. Вызвать искренний восторг и интерес – вот главная цель разработчиков во главе с Марком Отера. Они хотят создать целую экосистему игр, чтобы каждый пользователь мог выбрать жанр по душе, но вне зависимости от выбора ощутить полное погружение в удивительный мир, придуманной ими фэнтези-вселенной. Еще одна цель – создать целую сеть игровых экономик, которая удовлетворит потребности активных и пассивных игроков. Project Arcanas. События игры будут разворачиваться в далекой галактике, где технологии и магия развиваются параллельно. Игрок сможет командировать целыми легионами, чтобы захватывать новые территории и становиться все более уважаемым воином. В рамках игры он сможет совершенствовать свою армию, создавая чудовищ и мощные боевые машины. Он также получит доступ к NFT и сможет собрать свою уникальную коллекцию, которую затем можно будет продать. Заработанные в игре токены также будут свободно обмениваться на другие криптовалюты, а еще их можно будет потратить на развитие своего персонажа и совершенствование армии. Коллекция Genesis. Возвращаясь к теме NFT, нельзя не упомянуть первый NFT Mint от Astra Games. Получив в качестве награды уникальные токены, игроки смогут использовать их для получения преимущества в различных играх экосистемы. Эксклюзивные награды дадут им дополнительные возможности, которых не будет у обычных пользователей. Это отличная возможность ускорить свое развитие в игре. Персонажи этой коллекции, которых разработчики называют исследователями бытия, сыграли важную роль в развитии вселенной Project Arcanas, первой ролевой игры в экосистеме. Получив уникальную коллекционную карточку, с одним из них игрок сможет больше узнать о вселенной, в которой разворачиваются ее события. Разработчики обещают выпустить NFT в конце 2022 года в формате 2 сборников с разными эксклюзивными наградами внутри. Дорожная карта проекта. Первая фаза развития проекта завершилась, когда в конце мая было объявлено о привлечении финансирования. Команда Astra Games получила поддержку Andreessen Horowitz, NFX Ventures и других компаний-инвесторов. Есть все основания полагать, что к концу 2022 года их количество увеличится, поскольку в планах разработчиков выбрать блокчейн, на базе которого и будет построена экосистема игр. На лето этого года назначена премьера трейлера исследователей
бытия, а также запуск первых исследовательских миссий. Игроков ждут и 2 обещанных каталога NFT с уникальными наградами. Но это лишь начало большого пути. Третьим этапом станет запуск собственных токенов проекта с параллельным развитием всех продуктов экосистемы. За ним последует запуск закрытого альфа-тестирования, а затем и бета-тест, в котором смогут принять участие все желающие. Пока разработчики не могут назвать точные даты этих событий, но хочется верить, что до конца 2023 года у сообщества появится возможность поближе познакомиться с миром Project Arcanas и узнать больше о других играх, которые тоже станут частью обширной экосистемы. Даже после официального запуска команда Azra Games обещает регулярно совершенствовать экосистему, добавляя в нее новые элементы и создавая для игроков идеальные условия.